Мы долго ждали этого момента, и, наконец, он настал. Чемпионат мира по футболу дошел до Волгограда. Совсем недавно стадион еще строился, и сейчас мы можем наблюдать такую картину. Совершенно новейшая инфраструктура, которая не оставит равнодушным никого из гостей. В Москве и Санкт-Петербурге также активно шла подготовка, и я думаю, эти города уже с гордостью могут принять гостей. В столице пройдет 12 матчей чемпионата, в Санкт-Петербурге 7, включая плей-офф и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но, как известно, есть и обратная сторона футбола, и это действительно очень печально. У нас есть к чему стремиться. Уже сейчас в Волгограде можно увидеть замечательную набережную, известную своей историей с XIX века. Один из крупнейших речных портов в России. Уникальный интерактивный музей России «Моя история». Он открыл свои двери 6 октября 2017 года. За 3 дня его посетили 22 тысячи человек. Прекрасные виды. Рядом находится светящийся мост. А это Комсомольский сад, известный своей давней историей. Он превратился в отличную зону отдыха с различными аттракционами, зданиями, сценой. Здесь можно увидеть памятник старому трамваю, трамвайный вагон серии 10. Но, к сожалению, вопрос о бездомных животных продолжает тревожить умы экологов, ветеринаров и всех жителей нашего города, да и страны в целом, всего мира, что уж говорить. Контроль численности – сложный вопрос, который требует терпения, внимания и ответственности. Конечно же, совместных усилий. В городе идут споры о лучшем методе контроля численности. На территории Можайского района с середины 2017 года, согласно постановлению Московской области номер 152/8, от 14 марта 2017 года проводятся работы по программе ОСВВ «Отлов, стерилизация, вакцинация от бешенства и возврат безнадзорных животных на прежнее место». Суть программы ОСВВ состоит в отлове безнадзорных животных, в первую очередь особи женского пола, с целью прекратить размножение и течки. Собаки отлавливаются, оперируются, обрабатываются от паразитов, прививаются от бешенства и метятся биркой в ухо. Стерилизованные и привитые собаки выступают в качестве защитного барьера для диких и пришлых животных, охраняя территорию, не пускают других животных. Все ручные животные, прошедшие тесты на агрессию, возвращаются в место прежнего обитания, где часто их ждут опекуны животных. Агрессивные животные не возвращаются. Программа ОСВВ рекомендована ВОЗ как наиболее эффективная. У стерилизованных собак нет течек и щенков, а ведь именно эти моменты в большинстве случаев и вызывают негатив со стороны жителей. Программа ОСВВ будет максимально эффективной, если к нам подключатся опекуны животных и волонтеры, которые сообщат, где обитают бездомные собаки, и их можно будет оперативно отловить и стерилизовать в короткие сроки, не допуская рождения новых щенков или течки. И в заключении обращаемся к владельцам животных. Стерилизуйте своих питомцев в ближайшее время, чтобы потом не решать проблему невостребованных щенков и котят чужими руками, подбрасывая их в приют, вывозя в другую деревню. К сожалению, это очень распространенная практика, которую мы наблюдаем сегодня в Можайском районе. Эта собака была забыта со щенками в доме, из которого уехал хозяин. Бездомные животные в нашей стране – это проблема безответственности людей, не стерилизующих своих питомцев
питомцев, выбрасывая их на улицу, где они вынуждены выживать, создавая неудобства для других людей. И помните, что собака – это друг человека, а не четвероногий монстр. Будьте добрее и ответственнее к своим питомцам, и бездомных станет меньше, а жизнь безопаснее. В 2015 году в Воскресенске, так же как и по всему Подмосковью, начала действовать система ОСВ – отлов, стерилизация, вакцинация. Программа создана в альтернативу жестоким методам отстрела. Благодаря этой программе было простерилизовано и пристроено достаточно приличное количество животных. Если я не ошибаюсь, это более 200 животных. Я была обычным человеком, который, так же как большинство, проходит мимо животных, хотя и любит животных. У меня тоже была собака. Но в один прекрасный момент весной в моем дворе ощенилось 3 бездомные собаки. И щенков было 30 штук. Волонтеры убеждены, дело сдвинется с мертвой точки, когда появится закон о чипировании животных. В отличие от татуировки, чипирование – процедура практически безболезненная. В Евпатории продолжается беспрецедентная для Крыма акция по регулированию численности бродячих собак за бюджетные деньги нашего города. Как мы уже сообщали ранее, в рамках кампании «До зимы» стерилизуют и чипируют 293 особи. Сергей Федорович, ситуация с безнадзорными домашними животными по сравнению с прошлым годом в Тюмени улучшилась или ухудшилась? Ну, по моему мнению, все-таки безнадзорных домашних животных все-таки увеличилось. Проблема в том, что все-таки безнадзорные домашние животные находятся именно на улицах города. И именно вот в морозные дни, вот зимой, почему-то мы увидели и смотрим, что агрессивность этих собак... Ну, как мы видим, потому что они видят... выбор сейчас сделан в пользу ОСВ, ОСВ или помещения животных в приюты. Постепенно вводят чипирование и льготную стерилизацию. В планах на будущее ввели штрафы за выброс животных на улицу. Кстати, о приютах. В Красноармейском районе недавно открылся новый приют. Это здание 30-х годов постройки. Оно поражает своими размерами и погружает в прошлое. Наверное, все-таки многое зависит именно от нас. Непонятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская